В этом видео мы вспомним про одного из самых выдающихся культуристов 90-х годов – Дориана Ятса. По мнению многих любителей качалки, именно на нем оборвалась золотая эра бодибилдинга, в которой прежде всего преобладали общая стройность и эстетика, с хорошо втянутым, как у Арнольда, животом. Дориан Ятс прервал эту традицию, он сделал ставку на огромную, качественно проработанную массу. Это очень впечатлило зрителей и судей, и дальнейшее развитие бодибилдинга пошло именно в этом направлении. В следующем видео мы будем подробно разбирать методы тренировок Дориана. А сейчас начнем с небольшой предыстории и посмотрим, до чего же докачался этот атлет. Дориан появился на свет в Англии, в городе Бирмингеме, и именно оттуда он и начал свое восхождение в мировую качковскую элиту. До 18 лет жизнь у Дориана не особо складывалась, он был отмороженным хулиганом. В 19 лет это привело его в исправительную колонию, там он призадумался о своей жизни и решил, что если уж не дала ему природа много ума, то он начнет активно заниматься спортом, и не прогадал. Его тело действительно оказалось генетически предрасположенным к набору мышечной массы и хорошо откликалось на тренировки с отягощениями. После того, как он вышел из колонии, Дориан стал работать на заводе и после работы тренировался в местном спортзале. Ятс упорно занимался и в 21 год поднабрал себе нормальную такую форму и решил выступить на своих первых соревнованиях. На чемпионате Британии он занял первое место в категории свыше 100 кг. В те времена для его возраста это было очень редким явлением. После этой победы он уже вышел на мировой уровень и выступал на международных конкурсах. И вот в 1990 году на турнире «Ночь чемпионов» Дориан занял второе место, уступив Мохаммеду Баназизу. Но Дориана, конечно же, это категорически не устраивало. Он хотел быть только первым. К тому же он понял, что будущее бодибилдинга будет за большой мышечной массой. Поэтому он подкорректировал свои тренировки и стал тренироваться на износ. На следующий год Ятс заметно подрос и выступил на своем первом турнире «Мистер Олимпия». Там он с первой же попытки занял второе место, уступив чернокожему атлету Ли Хейни. Это был последний раз, когда Дориан был вторым. Последующие 6 лет он будет только первым. При этом из года в год он становился все больше. Его тренировочные принципы не позволяли ему заниматься с комфортными для него весами. С каждым годом он занимался более интенсивно, только на износ до изнеможения. Его максимальный соревновательный вес при росте в 178 см доходил до 121 кг. После 5 побед на конкурсе «Мистер Олимпия» восстановительные ресурсы его организма помаленьку заканчивались. Но это не входило в его планы, и за это он, собственно, и поплатился. В 1997 году, незадолго до очередной Олимпии, у Ятса жестко порвался бицепс, и вдобавок он получил серьезную травму плеча. Но не стал на этом заморачиваться и подумал, что и так сойдет. Ладно, и так сойдет. И несмотря на боль, продолжил свои тяжелые тренировки. На самом турнире он кое-как занял первое место, хоть эта его победа до сегодняшнего дня считается очень спорной. А дальнейшая карьера в бодибилдинге из-за этих травм была для него уже закрыта. Но несмотря на свои очень тяжелые и интенсивные тренировки, Дориан Ятс все-таки смог сохранить свое здоровье. У него на редкость оказались очень выносливыми сердце, печень и почки, которые выдержали весь этот многолетний прием анаболических и химических препаратов.
На момент создания этого видео ему уже 59 лет. И в отличие от других современных бодибилдеров, которые лежат на койках или катаются на инвалидных колясках, Дориан до сих пор ходит на своих конечностях и поддерживает себя в хорошей для своих лет физической форме. Он любит путешествовать и фотографироваться со своей новой подругой. На данный момент бывшая звезда мирового бодибилдинга тренирует своего взрослого сына, а также иногда проводит персональные тренировки в своем зале. И еще он выпустил линию своего спортивного питания. В следующем видео мы подробно узнаем, как качался Дориан Яц.